Захотелось мне немного разбавить контент на канале и поговорить о том, как я делаю приключения. А точнее, рассказать про ВТТ, на котором мы эти приключения и проводим. Рассказать небольшую историю о том, как мы нашли этот виртуальный стол, о его плюсах и минусах, о возможностях и так далее. В общем, небольшое разговорное видео на ДНД тематику. Усаживайтесь поудобнее и давайте поболтаем. А рассказать мне есть что. Если кому-то хочется поскорее послушать про саму ВТТ, то вот тайм-код, где заканчивается предыстория знакомства с DM-хабом. Те же, кому интересно послушать, я начинаю. Играть в ДНД в кругу друзей в реальной жизни, конечно, прикольное, но на самом деле весьма сложное занятие. Необходимо собрать всех в одном месте, в одно время, закупиться едой и выделить на все это от 3 до 5 часов реального времени. Для меня и моего образа жизни это едва ли посильная задача. Отчасти поэтому я долгое время избегал играть в ролевые самостоятельно, время от времени посматривая ролики о них на ютубе. Однако, когда мой друг, живущий в другой стране, предложил поиграть в ДНД дистанционно, идея эта мне показалась весьма интересной. Тогда я еще не знал, что вся эта маленькая авантюра затянет меня в себя, и я стану не просто играть в ролевые, но и примерю на себя шкуру ДМа, начну вовсю прописывать свои кампании и, более того, смогу подтянуть к этому делу мой собственный мания-фэнтези мир, по которому я лишь писал разного рода рассказы. Первое время мы играли на таком виртуальном столе, как Astral Tabletop. Он был относительно известным, и довольно большое количество людей использовали его как площадку для проведения здесь своих игр. И правда, на фоне Roll20 и Foundry Astral смотрелся как золотая середина. Он имел приятный интерфейс, очень большое бесплатное хранилище, много разного рода эффектов и плюшек, включая динамическое освещение, легко программировался, даже 5-летним ребенком, и в целом был прекрасной площадкой. Мы провели на нем с десяток сессий, половину из которых вел я, другую мой друг. То были камерные посиделки, и я не думал, что это зайдет куда-то дальше. Однако беда пришла откуда не ждали. Через несколько месяцев, в августе 2022 года, Astral объявил, что скоро закроется из-за финансовых проблем и из-за невозможности конкурировать с более популярными Roll20 и Foundry. Это было весьма болезненно для нас, потому что найти другой подходящий стол с таким же функционалом было нереально. Мы посмотрели множество видео на эту тему, но ни один стол мне не нравился. Я даже пытался осилить Roll20, заглушая отвращение от того, насколько это топорный и неудобный ВТТ, но все было тщетно. Замену Астрала мы найти не могли. Однако моя тогдашняя кампания была не закончена, а довести персонажей хотя бы до туда, докуда был заготовлен ее сюжет, мне хотелось. Поэтому мною было принято решение перенести этот кампейн на Divinity Original Sin 2. Наверное, не все из вас знают, что в этой игре имеется такая штука, как режим ГМа, где все работало примерно так же, как в любом виртуальном столе по ДНД. Но, естественно, на деле все было не так радужно, как мне представлялось. Я очень любил и люблю делать разного рода батлмапы для своих компаний. Люблю прорабатывать локации, расставлять на них NPC и наблюдать за тем, как игроки это все исследуют. Это та часть работы ГМа, которая действительно приносит мне удовольствие. И обычно все свои карты я делаю в фотошопе. Благо, мне удалось найти большой пак бесплатных ассетов почти на все случаи жизни. А даже если чего-то и нет, всякие картинки можно достать из интернета. Однако в Divinity карты из фотошопа не загрузишь. Конечно, выход из ситуации я нашел, занявшись изучением программы для моддинга. Около недели я потратил на его изучение и в конечном итоге смог перенести все свои карты в 3D формат, расставил NPC, прописал сюжет, и в целом все было готово, и первая сессия в Divinity спустя очень долгое время все-таки состоялась. Спойлер, она же была и последней. Очень скоро и я, и игроки начали понимать, что отыгрывать в Divinity RP очень непривычно. Сложно описывать свои действия, осознавая, что твой персонаж просто стоит на месте. Также ситуацию осложняло отсутствие многих рас, которые были нужны для полноценного создания моего мира. Бои превратились в бои Divinity. Игроки практически не пользовались словесной составляющей ДНД, а просто дрались по правилам самой Divinity. Да и правила Divinity сильно отличаются от правил ДНД. В общем, несмотря на то, что сессия прошла весьма весело и мы даже получили удовольствие, дальше дело не пошло. Посему я уже отчаявшийся полез на еще живой дискорд-канал Астрала, дабы попросить совета у комьюнити. И, пожалуй, это был самый правильный мой шаг. В сотнях комментариях с предложениями, как играть в ДНД без привычного ВТТ, я нашел одно интересное сообщение, в котором рассказывалось о неком DM-хабе.
который очень похож на Astral, разве что играется через клиент. И это меня зацепило. Я посмотрел кучу роликов на ютубе, но нигде не слышал о том, что такое VTT вообще существует. И что же? Я решил попробовать. А теперь мы переходим к главному блюду в этом ролике. DM Hub. Очень камерный и малоизвестный в широких кругах виртуальный стол, который разрабатывается совсем уж маленькой командой. Как я понял, эта команда состоит из 5 человек. Однако при этом результат их настолько впечатляет, что не верится, что этот стол может быть бесплатным и доступным для всех. Ребята нигде его не пиарят. И более того, их канал на ютубе едва набирает 300 человек подписчиков. Поэтому вряд ли кто-то из крупных, а тем более русскоязычных блогеров по ДНД вообще слышал о нем. Да и в целом, мой ролик, видимо, будет первым роликом на ютубе про это VTT. Если это не так, то буду только рад, потому что, на мой взгляд, этот виртуальный стол действительно заслуживает внимания. И сейчас я расскажу почему. Начнем с того, что в отличие от Roll20, DM Hub запускается через отдельный клиент, интерфейс которого в сравнении с ролюхой просто богоподобен. Конечно, если смотреть на него объективно, то некоторые проблемы есть, но они настолько мелкие, что на них даже не обращаешь внимания. В DM Hub удобно делать все: загружать карты, иконки, создавать персонажей, загружать отдельные ассеты, работать со светом, работать с интерактивными объектами, выгружать музыку и звуки и многое-многое другое. Вы освоите этот VTT буквально за 1-2 дня. Все настолько интуитивно и понятно. Неясно, почему тот же Roll20 не делает так же. В DM Hub огромное количество различных функций, начиная от создания и изменения существующих вещей и заклинаний, заканчивая созданием собственных эффектов и гибкой настройкой почти всего, чтобы создавать свои homebrew и переносить другие NRI. Более того, вы даже можете создавать собственные карты прямо внутри самого DM Hub. В VTT встроен функциональный и простой для освоения редактор карт, который позволит вам быстро набросать красивую карту за пару-тройку минут. Хотя я этим и не пользуюсь, и по старинке создаю карту в фотошопе, это очень полезная функция, которую вы можете юзать. В DM Hub полно различного рода ассетов, вещей для наполнения карт, текстур, иконок, заклинаний, инвентаря, токенов и рамок для них. Все это абсолютно бесплатно, и более того, вы можете загружать собственные. Конечно, загрузка своих ассетов в бесплатной версии ограничена 200 мегабайтами в месяц, но при должной сноровке их хватит на очень долго. Лично я, создавая свои компании, всего раз столкнулся с нехваткой места, и то потому что тупил и 100 раз загружал и удалял одну и ту же карту. В хабе очень приятно реализованы функции интеракции с объектами, например, лестницами, переходами из локации в локацию, то есть порталами, дверьми и прочим. При этом присутствует функция слоев, чего я вообще не видел ни в одной другой VTT, которая позволяет заходить токеном под крышу, а она в свою очередь будет исчезать, когда токены находятся под ней, и появляться, когда они снаружи. Хотя, опять же, я этой функцией не пользовался, так как не до конца с ней разобрался. На ваши карты можно добавить эффекты погоды, менять время дня и ночи, автоматически рассчитывать инициативу, попадание, урон, рейндж, количество клеток, которые может пройти персонаж. Автоматически можно провести короткий и длинный отдых, можно привязать звук к конкретному объекту, а еще разработчики говорили о том, что введут звуки для отдельных действий, например, для удара или выстрела. В VTT очень хорошо проработана работа со светом и тенями. Свет действительно выглядит очень красиво, и предметы отбрасывают атмосферные тени. А вкупе с тем, что огню можно добавить мерцания и звуков, можно создать невероятно ламповую атмосферу. Есть очень удобный плеер. В бесплатной версии он, правда, позволяет загружать аудио не больше определенного размера, но с современными технологиями качественного сжатия из ситуации тоже можно выйти. Плеер позволяет проигрывать сразу несколько звуковых дорожек, при этом редактировать как общую громкость, так и громкость каждого отдельного звука. Если обобщать, то DM Hub — это лучшая платформа для дистанционного ДНД, которую я встречал. Хотя, конечно, справедливости ради стоит отметить и некоторые ее недостатки. Одним из таких является так называемый компендиум. Я уже хвалил это VTT за то, что можно редактировать абсолютно все что угодно, начиная от рас, заканчивая эффектами. Однако все добавления и изменения проходят через так называемый компендиум.
И вот без быстрого поиска и понимания, что и где конкретно нужно менять, вам будет очень сложно разобраться, куда и что тыкать, чтобы создать свою расу, прописать свои хоумбрю и так далее. Многое придется спрашивать в Дискорде или разбираться самому, чтобы все работало так, как вам нужно. Также стоит отметить и весьма грустный факт, что DM Hub пока что это платформа исключительно для ДНД. То есть вы, конечно, можете играть там в другие настолки, но для этого вам придется все закодить самостоятельно или играть без плюшек в виде автоматического расчета всего и вся, просто кидая кубики. Хотя, конечно, это ни в коем случае не претензия, просто предупреждение для тех, кто захочет поиграть здесь в Pathfinder или Зов Ктулху. Стоит также помнить, что игру разрабатывает 5 человек, и насколько я понял, программист в этой команде всего один. При этом ВТТ обновляется так часто, что диву даешься. Это, конечно, хорошо, но в силу человеческого фактора почти после каждого обновления случаются ошибки и баги, которые фиксятся в течение дня. Так что будьте готовы, что иногда DM Hub может выдавать ошибки и сбоить. Например, когда была изменена функция создания и добавления заклинаний, DM Hub просто вырубил мне экран. Не знаю каким образом, но экран начал мерцать и в итоге выключился. Пришлось перезагружаться. Но все равно, даже так, баги фиксятся очень оперативно, за что разработчикам огромное уважение. Они всегда быстро отвечают в Дискорде и решают почти все возникающие проблемы. Также не совсем минус, но скорее описание ситуации в нынешних условиях. Так как без подписки на Patreon разработчиков вы столкнетесь с определенными ограничениями при загрузке собственных карт, музыки, токенов и прочего. Если вы из России, откуда подписаться на Patreon ныне невозможно, вам придется искать различные способы решать проблемы с ограничением места, различными нестандартными способами, что, конечно, добавит трудностей. Но опять же скажу, что я ни разу не сталкивался с серьезной нехваткой места для своих материалов. И вообще, если резюмировать все вышесказанное, то могу лишь в очередной раз удивиться, как настолько качественный и полезный продукт до сих пор не популярен в ДНД среде. Конечно, есть Foundry и, упаси боже, Roll20, но на мой личный взгляд, DM Hub заслуживает ничуть не меньшего внимания. Очень удобный и функциональный стол. Я, правда, сейчас не представляю какой-либо другой ВТТ для своих приключений, кроме DM Hub. Потому всем советую попробовать его и самим убедиться, что в нынешних реалиях это, наверное, лучший выбор для дистанционного ДНД. Что ж, а теперь подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на группу ВКонтакте, заглядывайте на стримы, там бывает весьма интересно, и не обделите вниманием канал разработчиков DM Hub. В следующем ролике мы с вами поговорим о разработке сеттинга и затронем такую тему, как постапокалипсис и с чем его кушают. Всем спасибо и до скорых встреч! Я читаю свои молитвы, вознося их остаюсь. Тихо, заткни мой рот быстрее. Че, треснуть? Тут какие-то пытки психологические начались. Засунь ему в рот что-нибудь, чтобы он перестал молиться. Давай начнем с того, что нас интересует в нем. А, реально, вот. Смотри. Реально. Чем у вас ловушки намазаны? А узнаешь. Если уж попал в нее, то узнаешь. Так, давай я Через принесу эту 3. штуку и его на эту штуку насадим.